Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями после последнего чтения, а читала я «Коучинг мозга», и в принципе я повелась на это название, и в общем расскажу, какие у меня были открытия, разочарования, что вообще на этот счет думаю. Если вам тоже как бы когда-то попадалась на глаза эта книга, и вы хотели ее почитать, в общем, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, это будет полезно. Так вот, купила я ее исключительно из-за названия, я ничего не читала, что-то как-то она мне попалась в каких-то еще распродажах, и такое заманчивое название. Я думала, что это будет про самокоучинг, типа как улучшить свое внутреннее состояние, как жить в большей гармонии с тем, как работает наш мозг, потому что если мы знаем, как он работает, мы определенные процессы можем делать гораздо лучше, гораздо эффективнее, не идти против себя, не идти против природы. В общем, это очень хорошо и полезно. Но оказалось, это все-таки про коучинг. То есть это два автора, я так понимаю, они оба или они супружеская пара, или они вместе работают, неважно. Короче, они оба коучи, именно по, ну не бизнес, а именно вот по личностному росту, то есть к ним приходят люди, которые хотят что-то улучшить в своей жизни. То есть они там объясняют, что психологи улучшают психическое состояние, когда вот вы не можете справиться с какими-то ситуациями. К коучу приходят люди, когда у них в принципе все хорошо, но вот именно в работе, там, в личной жизни, в саморазвитии они хотят чего-то большего. То есть они хотят куда-то дальше продвинуться, и они, в общем, разбирают все эти ситуации. Так вот, авторы говорят о том, что коучам очень сильно нужно знать, как построен наш мозг для того, чтобы лучше давать советы, лучше помогать разбираться клиентам, быстрее, эффективнее, чтобы они продвигались, потому что они будут действовать в гармонии как бы со своим телом, со своим мозгом и так далее. Так что книга действительно для коучей, но в принципе для личного использования она тоже, ну как, подойдет, я думаю. Будет что-то интересное, если вы в принципе варитесь в этой теме сверхнового, вам ничего не расскажут, ничего не покажут, но если вы более-менее как-то там просто интересуетесь тематикой того, как построен наш мозг, как мы функционируем, как отдельные какие-то части нашей жизни как бы формируются, как они действуют в нашем мозге, вам будет, в принципе, интересно. Теперь рассмотрим плюсы и минусы, и я начну с плюсов. И первым очевидным плюсом является то, что написано это все достаточно понятно, достаточно просто, простым языком. Ну, то есть, в принципе, читать легко, то есть вы не спотыкаетесь каждый раз об какую-то странную формулировку, потому что я уже встречалась с такими книгами, которые вроде бы тебе интересно читать, но настолько сложно, почему-то слог такой очень корявый, и, в общем, это убивает всю мотивацию. Так вот, здесь все достаточно просто, понятно. Плюсом является еще то, что достаточно информативно, то есть вам рассказывают очень много, достаточно подробно, иногда с иллюстрациями, с какими-то схемами, примерами и так далее, о том, как работает наш мозг. Собственно говоря, из-за чего я и взяла эту книгу. Мне интересно было вот как научпоп как бы описывает все эти детали, что упускает, что все-таки выводит на первый план и так далее. То есть, в принципе, достаточно информативно, повторюсь, если вы вообще никак не касаетесь этой темы, ну, там, в принципе, думаете о продуктивности, об эффективности, подумываете, как это все вот согласуется в вашей жизни, что можно улучшить, это подходит. И как раз-таки следующий плюс в том, что много практического. То есть я еще очень сильно люблю книги, которые прям конкретно говорят, вот так работает наш мозг, и вот так вот это можно перенести на вашу жизнь. Вот прям конкретно, что вам нужно делать, что не нужно делать, какие вопросы себе задавать, какие ответы нужно ждать и так далее. То есть практического достаточно много. Каких-то практических советов там, да, конечно, больше идет про то, как коуч вы, ну, как коуч бы поступил в этой ситуации, но в принципе применить на свою жизнь можно вполне себе, немножечко перефразировав, то есть какую-то полезную информацию, которая может улучшить вашу жизнь, вы можете вынести без труда. То есть сильно заморачиваться, как-то вытягивать какие-то советы вам не придется, потому что они уже все там достаточно четенько прописаны. Следующим плюсом, который был для меня прям бальзам на душу, это то, что после каждой главы идет список литературы и рекомендуемая литература. То есть, получается, после каждой главы идет не список, а примечание, то есть все, о чем идется в главе, и там вот заканчивается глава,
Вот, идут примечания, несколько страниц, то есть, причем некоторые примечания здесь прям расписаны, куча исследований, и, по-моему, еще потом дополнительное какое-то чтение дается. Вот, библиография — это каждой главе. Глав здесь 12, соответственно, вы получаете очень обширный список литературы. Если вам нравится в этом всем копаться, если вы любите первоисточники, это прям то, что вам нужно. Собственно говоря, это то, что мне было нужно, потому что я там уже поотмечала себе кучу всего, что я хочу дальше доразбирать. Очень много классических исследований, то есть про зефирный эксперимент, про пациента HM. Ну, в общем, есть очень много всех там исследований, которые сейчас актуальны, сейчас интересны. Повторюсь, если вам интересна эта тема, если вам интересно копаться в этом всем, или вы искали какой-то хороший список литературы, эта книга прям очень хорошо вам поможет, потому что на самом деле найти качественное, хорошее исследование, которое даст вам достаточно информации, это очень сложно, потому что их выпускается тысячи каждый день, публикуются, и зачастую они несут в себе очень мало информации, но это нормально как бы. То есть таких полноценных с хорошими выводами их очень мало, потому что они так аккумулируют все предыдущие, которые там отмели все ненужные фрагменты и так далее. В общем, найти хорошее, качественное исследование, которое бы вам помогло в вашей работе, в вашей учебе, очень сложно. А здесь целый огромный список, после каждой главы все систематизировано, все четко расчерчено, расписано. В общем, рай, а не список литературы. И как раз-таки, возвращаясь к обширности тем, в принципе, для нашей жизни здесь затрагиваются все необходимые, глава покрывает вот все это. То есть рассматривается и общее строение нашего мозга, какая часть за что отвечает, ну так приблизительно, хотя бы, чтобы вы в целом понимали вообще, как это все устроено, потому что, это полезно знать, как устроен наш мозг, почему мы видим какие-то определенные вещи, почему мы так думаем, почему мы так думаем, как это все расположено, потому что на это все потом наслаивается информация, и она лучше усваивается. Как мы знаем, отдельные факты, они забываются как раз-таки, а факты, помещенные в систему, они хорошо запоминаются. Далее там идет и про привычки, и про знания, и про то, как мы меняемся, почему мы не хотим меняться, про принятие решений, про сдвиги вообще в нашей жизни, почему они происходят, в какие-то определенные моменты да, в какие-то определенные моменты нет, почему мы там, например, не можем решиться на какие-то определенные вещи, хотя там очевидная какая-то выгода, но мы все равно держимся, почему это так все происходит и так далее. В общем, очень много аспектов, которые мы встречаем в течение нашей жизни, то есть вот в работе, в учебе, когда мы хотим что-то улучшить, что-то развить, что-то вот поменять в своей жизни, оно вот все как раз в книге затрагивается, описывается, рассказывается, почему это так, что нужно сделать для того, чтобы было не так, что нужно сделать для того, чтобы все-таки что-то поменяли и так далее. В общем, все нужные аспекты жизни, повторюсь, оно покрывает. Ну и напоследок, очевидным плюсом я хочу отметить то, что здесь очень хорошие редакторские заметки. То есть тут был очень грамотный научный редактор, который это все перечитывал, и он очень хорошо, очень, редко, но очень метко вставлял свои комментарии, там в скобочках внизу это все написано, потому что он подправлял авторов этого произведения и вносил свою лепту, потому что сейчас мы поговорим про минусы, но, к сожалению, научно-популярная литература страдает тем, что она немножечко заигрывается в подстраивании фактов, и, в общем, этот научный редактор возвращал их на землю, писал, что, не всегда так, и точно расписывал, что, как, где, поправлял. Я считаю это очень важным, чтобы был какой-то проверяющий, был вот такой вот консультант, редактор, который бы все это расставлял. И как раз-таки переходим к минусам. Первое, что я хочу отметить, то, что было в начале плюсов, теперь это минус. Некоторые вещи слишком упрощают. Вот прям слишком. Как по мне, то есть нужно было бы немножечко лучше это все доделать, немножечко больше объяснить. То есть какие-то вещи прям, знаете, сильно усложняют, это тоже минус. То есть есть какие-то аспекты психологии, строения нашего мозга, авторы закрутили так, что-то там такое свое придумали, потом нагородили на это все придуманное еще что-то придуманное, и, в общем, сконструировали какую-то свою отдельную систему. Зачем это было? Вообще непонятно, потому что есть общепризнанные такие обобщающие системы, там всякие сигнальные системы нашего мозга, то, как мы там сознательно, бессознательно реагируем и так далее. Есть уже общепризнанные системы.
того, как функционирует наш мозг. Но они почему-то решили, нет, мы создадим все свое. Но в тех местах, где нужно было бы немножко лучше объяснить, то есть, мне кажется, это было бы лучше для читателя, то есть какие-то вещи прям прояснить для того, чтобы они лучше поняли, почему это работает, они почему-то упускают авторы. Как-то очень странно, то есть в какой-то момент они слишком все усложняют, в какой-то момент слишком упрощают, но в целом достаточно просто читается. И как раз-таки то, что я упомянула буквально недавно, это упрощение исследований, подстраивание исследований под свои какие-то выводы, под свои советы и так далее. Это все делают на самом деле. Это делают и ученые, и журналисты в особенности. Ученые еще так, как-то все равно у них есть какая-то внутренняя этика, они стараются так сильно не манипулировать мнением читателей и склонять в какую-то сторону. Но журналисты этим никогда не гнушались. И это нормальная ситуация, к сожалению. То есть некоторые исследования, я уже давно столкнулась с тем, что ты читаешь книгу, ты складываешь какое-то общее впечатление, ты думаешь, что вот это так работает. И вот же исследование, подтверждающее все, список литературы, ты заглядываешь в исследование и понимаешь, что это вообще не так. Где они вытянули этот факт? Почему они сделали этот вывод? Как вообще это все сложилось? Из вот этого исследования вообще вот этот вывод невозможно сделать. Это, к сожалению, я каждый раз утверждаю, что такое бывает. И как раз-таки в примечаниях научного редактора есть такие моменты, где он такой, типа, стоп, ребята, нет, здесь вообще-то вообще не так было, здесь вот так было. То есть есть какие-то моменты упрощения, преувеличения и так далее. Эта книга немного даже больше, чем мне хотелось бы, грешит. Но если вы прям не научный сотрудник, не хотите прям сильно вгрызаться в первоисточники, то, в принципе, можно это принять за последнюю истину. Но, кстати, если вам интересно, вы можете потом заглянуть в список литературы, сравнить свои впечатления после прочтения первоисточников, то, что написали авторы, и подискутировать внутри себя, посмотреть, как это все соотносится. Это тоже интересный опыт какой-то, который хочу, например, пережить, вот те моменты прочитать, которые я себе отметила. И, в принципе, минусом, который не является минусом, является то, что, конечно же, это все-таки книга больше для коучей, то есть для людей, которые работают с людьми, возможно, даже немного психологам поможет, как коммуницировать с людьми. И как самостоятельно это все применять к своей жизни, сложнее . Да, название говорит о том, что коучинг мозга. Я повелась на это название, я думала, что это самокоучинг. Не знаю, почему так решила. Мне захотелось так подумать. И я все-таки отнесу это к минусам, что все-таки мне хотелось бы не такой узконаправленности, наверное, советов, какого-то практического применения. Но, с другой стороны, даже если рассматривать как для коучей, то очень мало примеров. То есть получается куценькие такие практическое применение есть, но на практике, как это все разворачивается, то есть они рассказывают какой-то пример, знаете, такого введения, что у меня был такой-то, такой-то клиент, у него были такие-то проблемы, и все. Продемонстрировал проблему связанную с тем, как работает наш мозг, и все. А как он решил эту проблему, какие он вопросы задавал, кое-какие ситуации расписаны. Но в большинстве случаев такая затравочка, и все, и стухло. Затравочка, и стухло. Это было немножко странно. То есть, если это все-таки для коучей, то нужно больше примеров, нужно больше кейсов. Это то, на чем вообще строится их практическая деятельность. То есть они все время разбирают какие-то кейсы, как те или иные люди справлялись с теми или иными ситуациями, к каким выводам они пришли, какие ошибки совершили и так далее. Это у них в большинстве случаев они учатся именно на практике, на практических каких-то моментах, случаях и так далее. А здесь этого практически не было. То есть и для самокоуча тут маловато, и для коуча такого профессионального тоже как-то не очень много. Но какую-то пользу можно вынести, но не так много, как хотелось бы, честно. Итак, мы говорили об этой книге. Мое общее впечатление интересно. Можно почитать шикарный список литературы, но не фантастически. Дальше, кстати, я буду читать, все-таки дочитаю «Атомные привычки», так что, как дочитаю, тоже расскажу. Все, мои хорошие, на этом подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.